Наш мир наполнен различными культурами. Некоторые из них развивались тысячелетиями, а некоторые начали появляться совсем недавно. Все они фантастически разнообразные. И я не знаю ни одного мультфильма, который бы лучше передавал этот колорит, чем «Тайна Коко». Оригинальная лента крайне уникальна для студии Pixar и вообще индустрии анимации в целом. Только вот, если вы лицезрели это произведение в русском дубляже, то, боюсь, не смогли ощутить всю его грациозность. После просмотра этого видео настоятельно рекомендую пересмотреть Коко в оригинале. Сегодня я проведу вас по миру, который большинству русскоязычных зрителей остался неведом, и помогу понять все его мелкие и крупные детали. Почему же я называю эту картину уникальной? Все дело в том, что создатели решили сделать ее билингвической, то есть персонажи в ней говорят на двух языках – английском и испанском. Я уже давно вам вещаю об изменениях, связанных с английской озвучкой, но вот до испанского пока не доходило. И так уж получилось, что в свое время я изучал испаньоль. Да, невероятное совпадение, но благодаря этому я смог максимально проникнуться этой атмосферой Мексики и Dia de los Muertos, которые Тайна Коко любезно нам демонстрирует. Как вы помните, в русской версии мультфильма тоже время от времени фигурируют испанские слова, но их феерически мало, если сравнивать с оригиналом, где для озвучки главных героев позвали носителей испанского языка, отчего и речь персонажей стала более наполненной и правильной. Стоит, пожалуй, начать с того, что исконное название мультфильма не «Тайна Коко», а просто «Коко». В русской версии на первый план выходит именно слово «тайна», мол, у бабушки Коко есть тайна, которая имеет значение. В оригинале же именно сама Коко является ключом к разгадке этой истории. И вы, наверное, уже заметили, что я произношу Коко с ударением на первую О. Именно так называют бабушку в оригинале. Мама Коко. Бабуля Коко. В моем видео по смыслу Тайны Коко мне очень много писали, что я неправильно ставлю ударение. Так вот, правильно. Примерно то же самое касается и Эктора, отца Коко. На русском его прозвали грубым словом Гектор. Эктор звучит куда нежнее. Эктор. Гектор. Да, имя Эктор пишется с буквой H, но в испанском эта буква не читается, оттого Гектор – неверная локализация. Главной темой всего мультфильма, конечно, является семья. В Мексике и других латинских странах принято бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек и выше называть мама и папа соответственно. Мексиканцы таким образом стирают грань и делают дальних родственников ближе. Ведь прапрадедушку можно назвать папой, и он воспринимается гораздо роднее. В оригинале это тоже присутствует. Мигель всех родственников по сходящей линии называет мама и папа. На русском же бабушка, прабабушка и так далее. Папа Хулио? Дедушка Хулио? Мама Имельда. Бабушка Эмельда. Мама Коко. У прабабушки. А теперь давайте пройдемся по хронометражу. Вначале, когда Мигель рассказывает о том, что его семья не любит музыку, нам вскользь показывают мужчин, которых прогоняет абуэлита, то есть бабушка. Как на русском, так и на английском они поют одну песню. Этот момент примечателен тем, что в нем присутствует единственная песня, которую не перевели на русский, отчего вследствие не ясна следующая отсылка. Это композиция, которую потом дважды поет мама Эмельда. Далее, после того, как Мигеля уличают в том, что он держит гитару, звучит взрослая шутка. На русском ее убрали или как минимум смягчили. Во всяком случае, я не вижу тут такого явного намека на половой орган, как в оригинале. Your tricks, Mariachi. What did he say to you? He was just showing me his guitar. Знаю я вас, музыкантов бродящих. Чему он тебя учил? Да только гитару дал подержать. На вопрос бабулиты Мигель отвечает «He was just showing me his guitar». Он просто показывал мне свою гитару. Что в этом случае значит гитара, додумывать вам. А вообще, знаете, в тяжелое время мы живем. Чтобы посмотреть мультфильм в оригинале, уже надо знать целых 2 иностранных языка. А чтобы посмотреть качественные сериалы в хорошей озвучке, нужно покупать кучу разных подписок. Хорошо, что есть стриминговый сервис Films Club, где собраны лучшие сериалы с Netflix, Amazon, Apple+, Disney+, HBO, Fox Studio и других гигантов. Да и причем, вся библиотека совершенно бесплатна и в HD качестве.
Зарегистрироваться на сервисе максимально легко. Это можно сделать всего за пару минут по телефону или электронной почте, и доступ к тоне сериалов у вас в руках. У сайта есть приложение для смартфонов, Smart TV и Android TV. Если же хотите смотреть без интернета, то есть возможность скачивания тайтлов. Ну и забыл упомянуть, у Films Club своя озвучка от студии TV Shows, благодаря которой, во-первых, просмотр контента не хуже, чем в кинотеатре, а во-вторых, новые серии появляются на сайте с молниеносной скоростью. Ссылка в описании. Тысячи сериалов ждут вас. В мультфильме большую роль играют так называемые алебрихис. На русском их заменили словосочетанием «волшебные звери». Алебрихис – это таинственные существа, которые стали важным атрибутом праздника для мексиканцев. Они, кстати, фигурируют в начале мультфильма в виде игрушек. Их широкому распространению в 20 веке мексиканцы обязаны Фриде Кало. Именно поэтому она в мультфильме столько о них говорит. А также немаловажную роль для них сыграл мексиканский живописец Диего Ривера. Ривера. Именно такая фамилия была у семьи Мигеля. Вскоре, когда Фрида встречает Мигеля и пса Данте впервые, она говорит следующее. I just followed my... Oh, the mighty Xolo dog. От меня пес убежал. О, волшебный чудо-пес. На английском художница называет Данте Xolo Dog. Это сокращение от мексиканской породы голых собак Xoloitzcuintli. На русском решили оставить это за кадром и обозвали пса волшебным существом. Через некоторое время Мигель и Эктор записываются на выступление, чтобы попасть к Эрнесту де ла Крузу на вечеринку. Как вы знаете, Мигель сперва считал де ла Круза своим родственником. На русском он не спешил называть его своим папой. Но перед своим выступлением в оригинале он был записан как де ла Крусито, то есть де ла Круз младший. Именно с таким именем мальчик получил известность на конкурсе в английской версии. Важным аспектом мультфильма, безусловно, стали потрясающие песни. Послушал я их как на русском, так и на англо-испанском, и могу сказать, что на нашем великом и могучем они хуже. Предлагаю вам самим сравнить. Say, put them on your head. Ay, mi amor, ay, mi amor. You make me un poco loco, un poquititito. Сплюнь за три, mi amor, mi amor. Я с тобою скоро чокнусь от этих проверок на Pino más alto, llorona, a ver si de ti me sabrás. Como el pino era. Ты наивна, красотка, ведь юность так беспечна. А разлука пришла так не... have to travel far, remember me. Each time нам от судьбы не забывай. И будем... Как мне лично кажется, во-первых, англо-испанский куда лучше вписывается в мотив, а во-вторых, спец куда большей страстью к делу, отчего и поддерживает атмосферу в мультфильме. Да и не просто поддерживает, а является ее краеугольным камнем. Я не обладаю широким познанием в музыке, но с точки зрения обычного зрителя, в оригинале песни кажутся куда лаконичнее, чем на русском. Уже ближе к концу, когда Мигель вместе с де ла Крузом веселятся, совсем на крошечное мгновение появляются два известных мексиканских музыканта, имена которых на русский решили не переводить. Они тут просто Amigos и Muchachos. Hey, Negrete! Infante! Have you met my great-great-grandson? Hey, amigos! Muchachos! Вы знакомы с моим праправнуком? Эти Amigos — это Хорхе Негрете и Педро Инфанте, которые были популярны в первой половине 20 века, как раз когда жил де ла Круз и Эктор. Кстати, благодаря английской версии мы знаем, что Эрнесто умер в 1942 году. Until 1942. Которая эффектно оборвалась. Оригинальная тайна Коко — это мост между мексиканским и западным миром, мост между испанским языком и английским. Я ни в коем случае не упрекаю русскую локализацию, но в процессе создания данного ролика я понял, что адаптация далеко не всегда нужна, так как в ее процессе произведение теряет главное — исконную атмосферу. Истинный Коко привносит Мексику, а русская тайна Коко — Россию. Локализаторы пропускают произведение через призму нашей культуры и менталитета, и получается совершенно другая картина, что для расширения сознания очень плохо, ведь ты просто варишься в одном и том же.
Тайна Коко – это тот мультфильм, который нужно смотреть только в оригинале. Никаких русских, украинских или казахских адаптаций. Поверьте, посмотрев картину на английском, вы окажетесь совершенно в другом мире. Если вы не знаете английский, то смотрите хотя бы с русскими субтитрами. С некоторыми испанскими словами я вас уже познакомил, поэтому просмотр, думаю, будет даваться куда легче. Этот мультфильм на вес золота. Здесь присутствует несусветная культурная составляющая, чему почти любой мультфильм или фильм подобного содержания позавидует. Такого я нигде не видел. Если вам понравилось видео, то вы знаете, что делать. Если вы знакомы с какими-то произведениями, которые тоже пытаются передать культуру какой-то страны и притом делают это хорошо, то обязательно пишите в комментарии. Всем большое спасибо за просмотр и еще увидимся.